Как вам такой камень? Никогда бы не подумал, что буду в руках держать ядерное топливо. Перед вами самый настоящий уран. Сам по себе он слаборадиоактивный элемент. Он становится опасным только после использования в реакторе. Именно отработавший уран и представляет опасность для всего живого. А сколько сейчас такого отработавшего опасного урана? Куда это девать, чтобы никому не навредить? В этом выпуске не будет мистики и загадок. Этот материал посвящен мифу атомной промышленности, который пугает миллиарды людей на планете. Так что кто ждал живого гуманоида у меня в гостях, прошу прощения, не сегодня. Ядерный реактор или атомный? В чем разница-то? Да ни в чем. Кто-то реактор называет ядерным, кто-то атомным. У некоторых типов реакторов есть, конечно, отличия, но в общих принципах работы они одинаковы. Реакторы стоят внутри атомных станций, и первостепенной задачей, определяющей смысл существования таких электростанций, является выработка электричества за счет энергии, выделяющейся в самом реакторе. А чтобы ядерный реактор работал, для него нужно топливо. Чтобы говорить уже об отработавшем топливе и делать выводы по этой теме, давайте простым языком объясню, как получается ядерное топливо и что оно из себя представляет. По сути, вот этот камень урана позволяет нам с вами пользоваться всей современной техникой. Но чтобы это произошло, чтобы этот кусок стал топливом для ядерного реактора, нужно над этим камешком пошаманить. Сперва размельчают камень до порошка, потом растворяют его со специальными концентратами и получается жижа. Затем ее сушат и еще раз смешивают с химией. В итоге получаются комки, которые постепенно начинают превращаться в газ. Весь этот газообразный уран закачивают насосами в центрифугу и начинают крутить. Причем крутят так, как не крутили ни одного космонавта. За счет высокой скорости вращения создается центробежная сила, превышающая силу тяготения Земли в сотни тысяч раз. Это около 1500 оборотов в секунду. При таком вращении атомы урана, то из чего он, собственно, состоит, начинают разлетаться по разные стороны камеры. Легкие атомы в одну сторону, тяжелые в другую. Изюминка в том, что для атомных реакторов нужен уран, в котором концентрация легких атомов превышает тяжелые, поэтому вращение в центрифуге проходит долго, пока отделение не достигнет необходимой величины. Отделившийся уран из легких атомов после головокружительного вращения снова превращают в порошок, который смешивают с аналогом бетона пластификатором. Весь этот процесс отделения атомов урана друг от друга и последующее бетонирование называется обогащением урана. И результатом этого обогащения является это. Сжатая энергия в форме спрессованной таблетки. После получения таких таблеток начинается процесс их обработки. Их помещают в печь для спекания при температуре около 1800 градусов. Время нахождения в такой духовке составляет около 20 часов, почти день. Полученная в процессе запекания топливная таблетка весит всего 4,5 грамм, но в ней скрыта огромная энергия. По энерговыделению одна такая таблетка равна 640 килограмм дров или 400 килограммам каменного угля или 360 кубометров газа или 350 килограмм нефти. Вот у нас есть эта таблетка. И есть ядерный реактор. Как туда эти таблетки поместить? Не закидывать же их как в топку. Для того, чтобы топливо загрузить внутрь установки реактора, используют металлические трубки, в которые и кладут спрессованные урановые таблетки. Кладут их туда, как патроны в магазин для автомата. И получается ядерная обойма. Металлические трубки, укомплектованные обогащенным ураном, соединяют в форме шестигранника. Так ведь красивее, правда? Такой шестигранник называется ТВС – тепловыделяющая сборка. Как только шестигранник из ТВС будет готов, его помещают в самое сердце реактора, в так называемую активную зону, где и происходит волшебство, то есть физика.
Как только ТВС опускаются в зону, начинается управляемая цепная ядерная реакция. Тот обогащенный уран в таблетках при опускании в активную зону реактора начинает делиться. Ядро урана при делении выбрасывает нейтроны, которые, попадая в соседние атомы урана, провоцируют их дальнейшее деление. И именно в момент деления атома урана, когда он кидается своими нейтронами, происходит необходимое выделение огромного количества тепловой энергии. Весь этот процесс управляем, так как опусканием или подниманием ТВС занимается оператор или автоматика. И всю работу атомной станции можно прекратить за пару минут. А волшебство в реакторе является цепным, потому что отделившиеся нейтроны разлетаются куда только можно и, врезаясь в своих соседей, побуждает остальные атомы урана делиться. Дальше уже дело техники. Тепло от ядерных реакций передается оболочкам ТВС, а от них в воде в ядерном реакторе. Вода, находящаяся в активной зоне реактора, отдает тепло воде другого контура. И с точки зрения энергетики дело сделано. Вы нагреваете воду и превращаете ее в пар. И он будет вращать паровую турбину, а электрогенератор превращать энергию этого вращения в электричество. Это и есть принцип работы атомных станций. Каждая ТВС может эксплуатироваться порядка 5 лет, в некоторых случаях еще дольше. За 1 год атомная электростанция из такой пачки ТВС вырабатывает около 30 миллиардов киловатт-часов. Для понимания, сколько это, вам, чтобы вскипятить воду в электрическом чайнике, надо потратить около 0,2 киловатт-часов. А одна ТВС вырабатывает 30 миллиардов киловатт-часов. Представьте, сколько чайников можно эксплуатировать. Но как быть с нашими урановыми таблетками внутри реактора? Они же не вечные. Приходится извлекать отработавшие ТВС и погружать новенькие шестигранники со свежими урановыми таблетками. Отработавшее ядерное топливо извлекается с помощью специальной машины, и обгоревшие ТВС помещают в так называемый бассейн выдержки. После нескольких лет хранения в воде энерговыделение урановых таблеток существенно падает и становится возможным вывоз ТВС со станции. Спросите людей, как выглядит отработавшее ядерное топливо. Многие вам скажут, что это жидкость ядовито-зеленого цвета, страшная ржавая бочка с меткой радиации или куча каких-то камней, от которых идет пар. Все гораздо проще. На самом деле отработавшее ядерное топливо – это те самые тепловыделяющие сборки, обгоревшие металлические трубки. Все это дело хранится в специальных помещениях с регулярными проверками условий хранения. Вот тут-то и начинают все кричать, что атомная промышленность своими отходами губит планету. Я хочу, чтобы мы в этом выпуске разобрались, так ли это. Сначала проведем сравнение. Угольная энергетика некоторых стран. Берем Россию. Она накопила более 1,5 миллиарда тонн золошлаковой смеси, и ее горы занимают в стране 28 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это площадь всех островов Мальдив. Причем зачастую угольные станции расположены близко к центрам городов. Угольные ТЭС в РФ строили давно, и города постепенно окружили угольные станции со всех сторон. Любой, кто был рядом с такими золоотвалами в приличный ветер, знает, что, находясь с подветренной стороны, без противогаза лучше не дышать и лишний раз не открывать глаза. Огромные цифры золошлаковых отходов в России на самом деле не так еще велики. В США из угля вырабатывается почти в 10 раз больше энергии, чем в России, а в Китае в десятки раз больше. В этих странах объемы несгоревшего угольного топлива, золошлаковой смеси намного больше, как и негативных эффектов от него для здоровья людей и окружающей среды. Уран же из реакторов в герметичных контейнерах перевозится в специальные поверхностные хранилища. А вот из миллиардов тонн сгоревшего угля вредные вещества поступают прямо в воздух. По каждой атомной станции даже есть четкие показатели. Количество отработанного топлива известно, и даже будущий объем последующих радиоактивных отходов также легко считается. Например, в той же России на текущий момент суммарное количество отработанного топлива с атомной станции составляет 23 тысячи кубических метров. То есть, если вы все сгоревшие трубки ТВС скрепите плотно между собой, то вы получите куб со стороной 29 метров. Эту цифру полезно держать в голове всякий раз, когда вы слышите о неразрешимой проблеме ядерных отходов. И вот тут внимание!
Во всем отработавшем ядерном топливе за всю историю человечества урана в разы меньше, чем в выбросах, что угольная энергетика дает всего за 10 лет. Уран вообще-то присутствует и в угольной промышленности. Он есть в тех отходах, что оставляет после себя угольная переработка. Вот сейчас самое время начать крошить миф о миллионах тонн ядерных отходов. Сейчас наступает другая эра в атомной отрасли. Те, отработавшие ТВС с урановыми таблетками, начинают перерабатывать. Этот процесс называется рециклированием отработавшего ядерного топлива. Сейчас это одно из самых развивающихся направлений атомной науки. Уже существуют заводы по переработке отработавшего топлива, которые не выгоревший уран, образовавшийся внутри этих металлических трубок ТВС, извлекают и повторно используют для производства нового ядерного топлива. То есть новые таблетки из старых таблеток. Помните, сколько энергии дает одна таблетка урана? Так вот, 1 килограмм таких таблеток в реакторе даст энергию на 8 миллионов киловатт-часов. А 1 килограмм уже отработанных таблеток даст энергию на 620 тысяч киловатт-часов. Это, конечно, в 13 раз меньше, чем в первый раз, но вы только вдумайтесь. Получили энергию из этих таблеток, потом отправили их на рециклирование, затем еще раз поместили в реактор, потом опять рециклировали, затем снова облучили их в реакторе и так далее. Объем массы этих таблеток будет с каждым разом сокращаться, поскольку с каждым новым циклом часть массы ядерного топлива будет превращаться в энергию. Понимаете, к чему я веду? Мечта современных ядерщиков – это энергетика без радиоактивных отходов. Отработавшее ядерное топливо используется повторно, пока окончательно не исчезнет. Поэтому про слово «отходы» в сфере атомной промышленности в скором времени можно будет точно забыть. Еще один момент с магией чисел. В одной из ведущих стран в сфере добычи ресурсов в форме отвалов породы хранится почти 800 тысяч тонн урана. Еще 23 тысячи тонн будущего топлива для атомных реакторов хранятся в виде отработавших тепловыделяющих сборок, которые хранятся как отходы. Общее количество энергии, которое можно извлечь из этих урановых сокровищ, свыше 6,5 квадриллионов киловатт-часов. Эту цифру даже тяжело себе представить. А если сложить все запасы угля, газа и нефти, которые открыты в этой стране, то получится, что из них при самом высоком КПД можно получить 1,3 квадриллиона киловатт-часов электроэнергии. Из них на уголь придется менее 0,84 квадриллиона, а на газ порядка 0,23 квадриллиона киловатт-часов. Хранящиеся в такой стране урановые залежи и так называемые ядерные отходы могут дать в 5 раз больше энергии, чем все ископаемое топливо вместе взятое. Помните еще тот факт, что самой грязной промышленностью считают именно угольную. От нее страдает как природа, так и сам человек. И развивающиеся страны стараются как можно быстрее отказаться от добычи и переработки угля в пользу других направлений. Поэтому наезды на атомную промышленность нелогичны. Вреда природе и человеку там нет при соблюдении прописных истин. Отходы так вообще через пару десятков лет полностью перерабатывают. Поэтому лучше всю свою прыть и претензии направить на угольную промышленность, которая убивает своими отходами природу и людей. Так что не погибнем мы от отработавшего ядерного топлива, и не разольется оно по рекам и озерам светло-зелеными пятнами. В эти басни советую не верить. Да и по секрету скажу, что от попадания ракеты в ядерный реактор станции не будет атомного взрыва. Но это уже совершенно другая история.